Здравствуйте! Это канал «Знания для жизни», меня зовут Марина Гарбус, и мы заканчиваем нашу серию видео про передачи в СИЗО. Ранее мы разобрались с тем, какие вещи необходимы сразу после задержания близкого вам человека. Рассказали о продуктовой передаче, о странных запретах и важных нюансах при формировании передач. Сегодня мы разберемся, как и с чем отправить политзаключенного на этап, о важных правилах и самом необходимом. Итак, после приговора суда проходит обжалование, так называемая апелляция. Как показывает практика, приговор все равно останется в силе, и до этапа есть примерно 3-5 дней. Очень важно высчитать эти дни и оставить для передач 5 свободных килограмм. Этапирование – это перемещение заключенных из одного места пребывания в другое, например, из СИЗО в колонию для отбытия наказания. Этапирование происходит в жестких условиях. Людей перевозят в вагон-заках, так называемых столыпинских вагонах. Они отличаются от обычных пассажирских решетками с механическими шторками на окнах и солнцезащитными занавесками, закрытыми специальными замками. Обычные купе превращены в камеры с решетчатыми дверьми с несколькими замками на них. Каркасы диванов, спальных полок и рундуков выполнены из металла. Стенки камер имеют внутреннее металлическое усиление. Итак, нам важно передать дорожную сумку, либо простой рюкзак средней величины, без металлических вставок и шнурков. Это будет гораздо удобнее, так как при этапировании у ребят надеты наручники, у кого-то спереди, у кого-то сзади с вывернутыми руками. Если все же передаете дорожную сумку, то лучше ее предварительно прошить, чтобы она не распоролась. Можно пошить сумку и самостоятельно, из прочного материала. Она должна быть на молнии, внутри и по сторонам карманы. Сумка должна быть с широкими ручками, до 30-40 см. Узкие жгут руки. На зону человек едет в своем, поэтому нужна теплая одежда. Далее все эти вещи забирают на хранение. На месте же выдают тоненький костюм, но мы можем передать и свой комплект. Приобрести его можно в любом магазине рабочей одежды. На лето берем материал бязь, на холодный период материал грета и только черного цвета. Впоследствии важно передать еще один комплект на смену, так как сушилок там не хватает, и зачастую ребята одевают мокрое на построение, отсюда болезни. Для своих близких можно данные костюмы и пошить. Конечно, это хлопотное дельце, но уверена, они это обязательно оценят. Важно! Обязательно передайте термобелье и стельки разных образцов. В казенной обуви они быстро стираются. Отсюда мозоли и болезнь ног. Хорошо, если эти стельки будут еще и непромокаемыми. Обувь же лучше не покупать. В каждой колонии свои номера обуви. Они неплохие, соответствуют стандартам, но вот сланцы для душа нужны обязательно. В дорогу еще важно передать воду, простую и минеральную, а также сало и мясо обязательно порезать, чтобы был быстрый перекус. Передаем и сигареты, НЗ-10 либо Винстон, блоков так 10. Сигареты по большей части это валюта в тех местах, из-за нее можно приобрести недостающие вещи. Также обязательно в дорогу нужен шоколад, подойдет любой, темный, молочный, с орешками, можно положить сникерсы. Передаем крупнолистовой чай и кофе. Шоколад и чай в тех местах – это тоже своеобразная валюта. Друзья, на этом все. Далее вы будете передавать своим близким передачи только один раз в полгода и сразу 30 килограмм. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, отправляйте это видео тем, кому оно пригодится. Пишите в комментариях ваши вопросы и предложения, если вы хотите, чтобы мы рассказали вам еще что-то. Нам важно, чтобы эти видео были полезны и реально могли облегчить жизнь политзаключенных в Беларуси.